Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Пятница, Снежана Егорова на связи. Здравствуйте, Снежана. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Трагические события действительно приправлены, скажем так, разными геополитическими ожиданиями, которые кажутся просто тщетны и бессмысленны. Начать наш сегодняшний разговор я с вами хотел бы с украинцев, да, вот как... Ну, знаете, как в классике, да, как понять русскую душу, как понять украинскую душу. Давайте вот с этого начнем разговор. Конечно, событий масса и трагических, и ужасных, но вот такую статистику нам дает Гэллоп. Это свежие данные. 66% опрошенных украинцев считают, что Украине следует стремиться как можно скорее договориться о прекращении войны. 24% считают, Украина должна продолжать сражаться до победы, но при этом 70% считают, что маловероятно, что война скоро закончится. И 38% думают, что Украина никогда не вступит в НАТО, 32% что в ближайшие 10 лет. Ну и 49% считают, что Украина станет членом Европейского Союза в течение следующих 10 лет. Ну, вроде как адекватная картинка. Гэллоп — это американцы, они, в общем-то, мировая сеть. Это то, что можно обсудить. Но получается здесь какая-то странная картина. Вроде 66% думают, что надо быстро заканчивать, а 70% уверены, что ничего не закончится. И вы понимаете, на фоне каждого нового обстрела массированного, каждого тяжелого удара по мозгам всей страны, каждого нового пиара, да, вот все считали, такого не было никогда. Так как не было? Было. Отменял в Южной Африке визит Зеленский и быстро ехал в Киев с Ермаком. Ну, как было уже нечто подобное. Здесь вот из Ирландии. Ирландия там председательствует в Европейском Союзе, поэтому надо было там предложить дроны, надо было, конечно, поучаствовать и быстро-быстро вернуться на место разрушенного дома. По состоянию на момент нашего разговора вроде как закончили разбирать завалы. 30 человек унесла вот эта трагедия, прилет ракеты, да, по жилому дому. Но Зеленский уже там был и уже обнимался с какими-то украинскими американками. Те, в общем, признавались ему в любви, говорили, как они мечтали с ним обняться. Понимаете? И как-то вот ты смотришь на эту статистику, и вроде как есть чему верить. А понять, что думает украинский народ, сложно. Ну а как можно понять, что думает украинский народ, если украинского народа никто не спрашивает? Ну и плюс, Саша, а что, ситуация, по-моему, не меняется с момента, когда люди выбрали Зеленского. Вот этот вот распределение відсотків этих, как это называется по-русски, забыла, процентов. Да, то есть тогда же люди выбрали 70% Зеленского. На чем они его выбрали? На том, что он строил свою предвыборную кампанию, что он принесет мир на Украину. И 70% людей проголосовали за него, за то, чтобы был мир на Украине. И по-прежнему вот эти с погрешностью статистической 70%, ну там 60 с чем-то, они хотят мира на Украине. То есть то, что люди хотят мира и говорят о том, что нужно как можно быстрее договариваться, но при этом те же 70% не верят в то, что мир этот придет быстро, это одно другому никак не мешает. То есть это не взаимоисключающее понятие. Люди понимают, что мир нужен. Люди по-прежнему хотят этого мира. И я хочу опять же выступить адвокатом украинского народа. Не безумцев, которых показывают по телевизору в зеленом телешмарафоне, а простых людей, которые страдают в этом концлагере и которые по-прежнему находятся в заложниках у этого долбаного черта. Я хочу сказать, что эти люди не хотят воевать. И то, что они прячутся, то, что они пытаются каким-то образом выехать, бегут из этого концлагеря, не берут в руки оружие, стремятся разными способами уйти от этой повинности, от этого греха взять в руки оружие и убивать другого человека, такого же, как и ты. Это непреложный факт. И кто бы, с какой стороны, какие бы сумасшедшие там Карчинські кончені, не розказували про те, що українці хочуть воювати, наш одвічний ворог, ми будемо воювати, в нас братство релігійне, і ми, значить, йдемо в майбутнє. Все это ложь, Саша. Ложь, ложь и ложь. Простые люди хотят жить в мирном,
пространстве. Они хотят, чтобы их дети ходили под мирным небом в нормальную школу, а не в подземные бункеры или не учились онлайн. Простые люди не хотят получать гробы. Они не хотят, чтобы их дети, которых они растили, вопреки всему, 30 лет страна неслась в пропасть с переменным успехом. Быстрее, медленнее, но все равно в пропасть. Людей грабили, обманывали, обнуляли, обезжиривали, мародерили. Так или иначе, все власти, все. И то, что Кучма, Ющенко и Порошенко заодно с Зеленским, то есть когда они с ним в одном пространстве оказались и аплодировали відкриттю памятника Мазепи, это говорит о том, что они всегда, эта элита, так называемая элита, на самом деле просто правящий вот этот слой, который волею судеб оказался на вершине, они всегда к народу относились как к скоту, которого не жалко, с которым можно делать все, что угодно. Отбирать у него права, отбирать образование, отбирать у него деньги, отбирать у него право на будущее. Все, по сути, отбирать. А сейчас еще и отобрать саму жизнь у этих людей, потому что эти твари продали страну оптом и в розницу. То есть Зеленский легким росчерком пера своего, вот этот вот конченый, недоученный черт из Кривого Рога, криворожая эта тварь, он просто взял и продал страну. То есть он отправил Свириденко, которая подписала документы, что все, что принадлежало вчера украинскому народу по Конституции, сегодня будет использоваться Соединенными Штатами Америки. А Зеленский лично подписал рабский договор на 100 лет с британской короной. И поэтому, конечно, им эти люди не нужны. Хоть 30 людей сейчас погибнет вообще в этом доме, хоть 130 вообще, хоть 130 тысяч, хоть 130 миллионов, если бы они были. Зеленский все равно будет уничтожать этих людей, потому что он нанят для того, чтобы их убить, Саша. И люди должны это понимать. И когда они аплодируют ему, когда они себя с ним ассоциируют, они должны понять, что Кучма, Ющенко, Порошенко, Зеленський і всі інші, хто навколо них, це щось одне, це одні українці, большинство из которых вообще не украинцы этнические, а евреи. А украинский народ, вот эти терпилы, которые живут в концлагере и не знают, что их завтра ждет, це щось друге. Это вот этот скот. А так как основная масса этих так называемых элит являются иудеями, то читайте Тору. Там сказано, что это гои, это говорящие животные. С ними можно делать все, что угодно. Их можно убивать, грабить, насиловать, и пасти их, как говорится, и стричь. О чем мы дальше можем говорить, Саша? Мы же говорим о том, что это все разрастается и выплескивается, как вот из какого-то чана, да, вот эта вся, скажем так, кровь выплескивается дальше. Вот только сегодняшние заявления и новости, да. Ну, во-первых, посол Украины в Германии говорит, что с немецкой стороной прорабатывают комплекс мер по возвращению мужчин призывного возраста. Ну, то есть то, о чем говорилось, продолжается, и, судя по всему, скоро выльется в те или иные решения. Даже... Подождите, кем говорилось? Вот вы свидетель. Мною это говорилось на протяжении нескольких лет. Я говорю о том, что мужчины, которые отбежали на территорию Евросоюза и думают, что они в домике, они защищены, должны помнить, что это временная мера, и что их как скот посчитают и отправят, как говорится, на убой просто во вторую, третью очередь. 345 тысяч мужчин призывного возраста с украинскими паспортами, которые известны, где проживают, потому что они ходят к водопою, как дурачье, и получают выплаты, и полностью, как говорится, находятся прозрачные они для этой системы, их полностью сгребут и отправят на убой. И их не тітоньки, матусі українські українки, оті, що в Іспанії там
Оля Шарий брала у них интервью, кобылы эти дурные, понимаете, тупые тылиці, извини на добром слове, Сташа, но другого слова не скажет, которые кричать, що Зеленський то наш президент, а це до нас стали ставитися добре, раніше до нас ставилися як до рабів, а тепер ми білі люди, и которые повытаскивали своих сыновей в Германию, в Испанию или еще куда-то, и думают, что вони такі українці завзяті, вот это сидят в соцсетях, ставят аватарки с пропорциями и кричать «Слава Украине!». Наш Зеленский бо не втік. Вот они пусть готовятся. Пусть они готовятся. Вот эти 24%, которые говорят, что да, надо воевать, та ще й до границь 91-го року. Зеленський наш президент. Всі разом підемо і будемо тих москалів вбивати. Вот это эти конченые идиоты, которые в школе не учились, которые правды не знают, понимаете, и которые живут и лакают это дерьмо с утра до ночи крупными порциями, понимаете, у них в голове вот это вот дерьмо. Конечно, их заберут. Конечно, их отправят. Их выдавят оттуда и скажут, что вот, пожили хорошо у нас тут в Европе, в нашем райском саду. А теперь, типа, давайте, защищайте, как говорится, нашу демократию, фронтиры наши, защищайте от страшных москалей, от этих русских, чтобы у нас в британском парламенте геи и лесбиянки были, как говорится, пристроены с хорошей работой и высокой зарплатой. Вы слышали, как Стармер сказал? Что я горжусь тем, что наш парламент фантастический, потому что столько геев и лесбиянок, сколько в нашем парламенте, еще не было в истории Британии. Но вот пусть украинцы идут за геев, за лесбиянок, за вот этих педофилов, которые на острове Эпштейна детей расчленяют, кровь их пьют, насилуют. Пусть, давайте. Продолжайте в том же духе, дорогие украинцы. Понимаете, Саша, когда я об этом говорила еще до войны, когда все это можно было остановить, когда женщины и, адекватные мужчины еще могли объединяться и вообще еще могли как-то этой власти показать свою силу, потому что они народ. Они говорили, что Егорова безумная, сумасшедшая, ненормальная. Это ты, с тобой такие вот происходят беды и проблемы. Это тебя муж бросил, дочь от тебя отказалась. Ты сумасшедшая. Не надо нам вообще твоего опыта. За що бороться? У нас все добре. В них було все добре. Вони співали, танцювали, дивилися телевізор, там їм притула розказував, що взагалі життя отаке. Они по-прежнему притуле на смерть бабло свое выделяли, чтобы вот эти вот дроны летели сначала в Россию, а из России прилетали баллистические ракетки, понимаете, да прямо по их домам. Это, знаете, Саша, у нас в детстве, когда я была маленькой, была такая логическая задачка. Она еще так рисовалась, на песке можно было палочкой написать. Что вот ты стоишь на берегу реки, но реку переплыть не можешь, а на другом берегу реки сидит обезьяна, и у нее очень много бананов. Как сделать так, чтобы не переплывая реку, значит, получить бананы от обезьяны? Нужно взять камень и бросить в обезьяну, а обезьяна начнет в ответ бросаться бананами, потому что ничего другого под рукой у нее нету. Вот это та же логическая задача. Ты запускаешь дроны по треклятому Кремлю, щоб горів той Кремль, а тебе прилетает баллистика. Вот тебе, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5. Нужно было в школу просто ходить и учиться там, книжки читать, а не хер знає чим займатися. Бігати оце десь до поляків чи до німців, чи в Іспанію їхати, сральники їм мить, понимаете? Бабло зароблять, чтобы купить себе якусь новую сукню. Вы же видите, какая сейчас ситуация? Сейчас очень радуются, там в Новороссийске закрыли доступ к бензину, то есть нет бензина в свободном доступе. Это сегодня прошла эта новость. Ну так а что мы видим на протяжении 2 суток? Такие же бешеные очереди в Сумах, в Чернигове, во всем приграничье, где ближе к линии фронта. Выносят заправки. Сейчас уже там начинают разворачивать мобильные какие-то заправки. То есть пока ты радуешься, что нет бензина там в целой России и смеешься, а страна бензоколонка, это все постепенно охватывает все больше и больше территории Украины. Ровно такими же бананами бросают обезьяна с того берега. Но, Саша,
я еще раз повторю, мы один народ. Как бы кто не хотел і не кричав, що це неправда, причому з двох сторон. Як українці не хочуть бути, як ті прокляті москалі, так і в Росії, в принципе, никто не хочет ассоциировать себя с этими идиотами, которые кричат москаляку на геляку. Безумцы эти, которые все получили, и мирное небо, и бесплатное образование, и бесплатную медицину, и работу, и высшее образование, и возможность жить нормально. Все получили они в рамках Советского Союза, понимаете? Советский Союз. И теперь они плюются в этот Советский Союз, в эту высокую цивилизацию, которая была для народа. Как ни крути, но народу в основной своей массе жилось нормально, хорошо. Люди были защищены, и дети ходили под мирным небом сами в школу. А сейчас, когда нет Советского Союза, вот получите вам блатной капитализм, дикий, понимаете, необузданный, который ради прибыли готов. Вот Зеленский ради собственной прибыли, ради собственных миллиардов, и чтобы кучка вот этих ублюдков, которые вокруг него, тоже стали миллионерами на крови, он готов всю страну бросить в топку этой войны. Знаете, отличная, просто вот я опять позволю себе процитировать, есть такой белорусский комментатор, блогер, там, не знаю, он журналист, политик, политолог, Озаренок, который написал, что социализм отличается от капитализма приблизительно так же, как Артек от острова Эпштейна. Вроде все создано для детей, но есть нюанс. Понимаете? Вот в том, что происходит между Украиной и Россией, есть нюанс, что это две славянские республики, в анамнезе своем православные, из одного единого государства, получившие единые и одинаковые абсолютно условия для развития своих народов, которые позволили себе подумать, что мы якісь інакші другі, понимаете? Мало того, им просто это перепрошили за 30 лет, понимаете, в мозг такое количество токсинов влили, що це ви, українці, потужна нація, ви, нащадки козаків, будемо воювати з тією Московією. Оце як ми вже були козаки і вже молилися в нашій лаврі, то там на Московії на болотах ще жаби квакали. Значить, це взагалі якісь нелюди. Ну, это какими дебилами надо быть? Ну, то есть, если в это поверить, то дальше люди начинают верить во все остальное, що батько в них Бандера, що він воював за Українушку. Интересно просто, какой бы была та Украинушка, якщо батько их Бандера, как говорится, победил. Родились бы вот эти все те идиоты, которые сейчас отбежали до Германии и думают, что они защищены. Я думаю, что нет, их бы просто не было, потому что их батьків сожгли бы в газовых печах вообще. Их бы просто физически не было, этих идиотов, Саша. Просто конченых идиотов. А потом дальше в них Мазепа, їхній герой. Саша, я не знаю, но вот кем нужно быть пані Оксана Білозір? Она была министром культуры. Вот яка культура, понимаете, такая и країна. Если она стоит в 70 лет в розовом платье, которое на девочку 12-летнюю лучше было бы надеть. Но это нужно понимать что-то в голове. Женщина 70 лет стоїть і каже, що врешті пан Бандера, цей Мазепа повернувся, Іван Степанович повернувся до своєї батьківщини. Ми благословенні українці. Она же идиотка. Вот когда идиотка, кума идиота, которым был Ющенко, который первым, я еще раз напомню, он первым во время парада 9 мая, которые тогда еще официально проводились, провел по Крещатику в одной колонне этих самых бойцов и ветеранов Советской армии Красной и воинов УПА. И с того момента начались эти голодоморы, засевание центра Киева крестами, и вот этот вой, понимаете, на болотах, що типу «Ой, горе, Боже, ніколи в нас не було спільної історії, і все це окупанти». Вот продолжение банкета. Вот продолжение банкета. И чего мы ждем, Саша? Конечно, и там не будет бензина, и здесь не будет бензина. И там будут гробы
и матери будут выть на кладбищах, и здесь будут гробы, и матери будут выть на кладбищах, и там не будут женщины рожать детей, и будут бежать, как говорится, свит за очи, и отдаваться кому угодно, лишь бы только подальше от этого эпицентра безумия. И здесь будет такая же ситуация. Давайте все вместе сами себя за хвост укусим, сами себя высечем, вот так вот разгромим все. Мосты, заводы, нефтеперерабатывающие там предприятия, все вынесем нахер и ляжем все на кладбище. И пусть приходят британцы, поляки, китайцы, румыны, венгры. Кто хочешь, заходи, куда хочешь, бери, что хочешь. Единственное, что останется, последний аргумент Караганова. А у нас есть ядерная бомба. Если мы вот тут повоюем так хорошо, что сами себя, значит, уничтожим, и вы к нам придете, в последний момент мы дотянемся своей, значит, дрожащей старческой рукой до кнопки и ебнем, блядь, весь мир, извините, в труху. Но прекрасный план, что сказать. Один народ. Ну, план, конечно, тот еще, но тут и обычных бомб хватает. Ведь тоже, если так разобраться, должна же быть, ну, хоть какая-то степень самосохранения. Вот продолжаются, они не такие уже эти новости, как из пулемета последних дней, продолжают разбираться. Да, что ж там было с покушением на бизнесмена подсанкционного Вадима Ермолаева. И вот сообщают сегодня Le Figaro, публикует материал о том, что женщину подозревают в этом убийстве, ну или покушении на убийство. Значит, по данным следствия, она могла выдавать себя за мужчину, оставить сумку с взрывчаткой возле дома и удаленно привести ее в действие. Суд Монако выдал ордер европейский, там запрос в Интерпол и все остальное. Жена? Выяснили, что это не жена Ермолаева, а, скажем так, тоже бизнесменка с очень интересным бэкграундом, как бы связана была, как и Ермолаев, с Днепропетровской областью, с прокурорскими. Сейчас в Лондоне, в общем, бизнесы у них, в общем, и они, так сказать, тема бизнес, как бы споров, она вот превалирует в мотивации. Однако тут неожиданно, опять-таки, мне сложно это связывать, потому что я думаю, что, ну, например, у Залужного есть, да, как профинансировать. Он недавно сделал заявление, что он все-таки пойдет в президенты, а тут сразу все переполошились, переглянулись, говорят, так это же в том числе этот может быть кошелек, да, а тут как бы, ну, в общем, неужели вот так начинается политика украинская вот там, на крыльце в Монако с тяжелого взрыва. И особый шарм этой ситуации придает то, что эти разборки учинили ровно такие же правоверные спонсоры. Иудеи, Саша, это называется. называется. Белая роза, да, или как называется, я вылетел из головы. Ну, в общем, синагоги в Днепре, в общем, все и с одной, и с другой стороны, все как бы оттуда, все уже с европейскими деньгами в Монако, но бомба добирается и туда. Чего здесь больше, вот как вы видите, политики, бизнес-разборок или все-таки это тот отголосок войны, который, ох, еще накроет всех понауехавших? Ну, смотрите, Саша, во-первых, не путайте, правоверные – это мусульмане, православные – это славяне, а иудеи – это иудеи. Нужно называть вещи своими именами. Для иудеев бизнес и есть война. Война и есть бизнес. И для нас не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Зеленский, будучи евреем, конечно, прикрывался своим этническим происхождением как козырной картой, когда Гордон кричал, что Зеленский не может быть нацистом, потому что он еврей. Потому что у евреев, кричал Гордон, а он-то знает, оказывается, значит, есть генетическое неприятие нацизма, поэтому они нюхом чуют, как говорится, нацистские вот эти вот
взвеси в воздухе, и они, конечно же, с нацистами не вступят ни в какие коллаборации. Но, как выясняется, в процессе, как говорится, пошла такая пьянка, ешь последний огурец, сгори в сарай, гори и хата. Выясняется, что, оказывается, прекрасно иудеи и в прошлом веке, в 20-м, спонсировали Гитлера, давали ему деньги и решали свои бизнес-вопросы с помощью его, скажем так, армии. А бизнес-вопросы какого характера? Там кто-то курочку, понимаешь, у соседа стырил, а кому-то нужны прииски золотые где-нибудь на той земле, которая сегодня нам не принадлежит, а завтра, как говорится, посмотрим. Соответственно, Зеленский – это тот же проект абсолютно, и те же силы за ним стоят. И на глобальном уровне, безусловно, это то, о чем сказал Александр Григорьевич Лукашенко. Будем прислушиваться к людям знающим, что за всеми вот этими процессами стоит израильское лобби. Мы с вами, Саша, не будем даже делать вид, что мы этого не знаем, потому что мы это прекрасно знаем, кто в основном управляет средствами массовой информации в Украине, кто управляет основными потоками и бизнесами в Украине, кто в конечном итоге сидит во власти в Украине с момента прихода туда Порошенко, а после Порошенко как продолжение, естественно, Зеленского, уже в чистом виде. То есть если при Кучме его зять Пинчук, который тоже является евреем, он как бы налаживал только эту схему, то сейчас она работает уже в полный рост. И то, что Пинчук полностью, как говорится, в шоколаде, в мармеладе с Зеленским, и то, что Зеленский покупает себе недвижимость и замки в Лондоне, и, скорее всего, имеет даже британское гражданство, и является агентом Ми-6, это тоже во многом по этим, так сказать, каналам он туда и был приведен и выведен в дамки. Поэтому давайте дальше смотрим. Коломойский, вот это вот синагога, самая большая в Европе, которая находится в Днепропетровске. Вся эта днепропетровская еврейская тусовка. Там они, как говорится, делили между собой, переделяли, как говорится, все, что в Днепропетровске было при Советском Союзе нажито, а было там немало всего нажито. Мы же помним, откуда наш дорогой товарищ Кучма возглавлял огромное предприятие военно-промышленного комплекса, где производились ракеты «Сатана», красный наш директор, так сказать, и, соответственно, сопутствующее предприятие инфраструктуры. Коломойский же там, он, в принципе, был человеком, который решал грязные вопросы по требованию соратника Кучмы и премьер-министра в свое время Лазаренко. Ну, то есть, если, как говорится, покопаться, то в конечном итоге все эти войны, все вот эти тусовки смерти, теракты, уничтожения и вся эта беспредельщина, она вся в руках у евреев. В конечном итоге у них есть связи прямые на Израиль с Нетаньяху. У Нетаньяху есть прямые связи на Трампа через его зятя Кушнера, потому что Иванка приняла гиюр, и, по сути, внутри у Трампа, как говорится, иудейская ветвь развивается внутри его генеалогического древа. Поэтому, ну, понимаете, Ермолаев, я думаю, что из той же серии. Насколько он причастен непосредственно к самому Залужному, и там какие его политические амбиции, и был ли он спонсором каких-то политических партий или планировал быть, это, как говорится, история умалчивает на сегодняшний день, но все тайное станет явным. Интересно то, что они пытаются сейчас, я так понимаю, вывести на версию, что якобы это жена, его официальная жена, которая не пострадала в теракте. Потому что, когда стали говорить, что Ермолаев с женой и сыном, потом выяснился нюанс, понимаете, как с островом Эпштейна и Артеком. Выяснился нюанс, что это была не его официальная жена, старая жена, да, а какая-то новая версия жены, и вот это их совместный сын. И сейчас, я так понимаю, они пытаются увести, скажем так, след от СБУ, от Зеленского, от политических дрязг на Украине, от раздела бабла и потоков, от Залужного и вообще от политического варианта,
в версию, что это семейные разборки. Что, мол, это вообще могла быть его жена, вот та, которая мстит ему за измену, за то, что он, значит, с другой женщиной живет. Я думаю, что такая версия вполне возможна, когда они говорят, что это якобы была женщина, переодетая в мужчину, которая принесла, значит, начиненный болтами вообще и полностью по военному принципу, как говорится, сотворенный такой рюкзачок и положила на порог. Ну, то есть, в принципе, все что угодно. Сейчас будут придумывать, скажем так, разные версии для того, чтобы затереть это все, замылить и отправить на периферию нашего внимания. Потому что на самом деле, Саша, интересно другое. Вот сегодня, как вообще пишут об этом все средства массовой информации западные? Вот они пишут про Ермолаева, который, по сути, ну, скажем так, бандит средней руки, который при распаде Советского Союза получил возможность свои бандитские наклонности реализовывать, делился там и, короче говоря, ну, часть мафии украинской, еврейской. А пишут о том, например, что сегодня в Иране будет массовое захоронение аятоллы, который был убит 28 февраля и которого не хоронили именно потому, что шла война. И если иранские власти приняли решение, что сейчас будет вот это всенародное, иранская вот это вот, скажем так, процессия, да, памяти и похороны, это значит, что они уже понимают, что угроза в их сторону не осуществится, что уже там 20 миллионов они ожидают людей, иранцев, народа выйдут на улицу для того, чтобы попрощаться со своим рахбаром. То есть они уже победили, потому что они могут спокойно вывести 20 миллионов своих граждан на улицы, и по ним не прилетит. И это говорит, что есть другие методы решения вопросов и отстаивания своего суверенитета, если речь таковая об этом идет, если людей вызывают на войну и говорят, что мы боремся за свою страну и за свою независимость. Вот так вот иранцы показали, как они воюют за свой суверенитет, за свою независимость, за свою страну, за свой народ, за свою веру, понимаешь, и за свои святыни. А то, что 5 лет происходит на Украине, между Украиной и Россией, это вообще ничего и близко подобного не имеет к тому, что нам рассказывают в телевизоре. Все, что нам рассказывают в телевизоре, за которым стоят евреи, все средства массовой информации на Украине всегда с момента распада Советского Союза принадлежали евреям. Я не говорю о Гордоне и прочих там Роднянских, Бородянских и всех остальных, Фирташах, ну и там фамилии «Выбирай любую», «Поскобли» и там евреи. Поэтому все то, что происходит между Россией и Украиной, нужно относить непосредственно к ним, через них на Израиль прямая, как говорится, веточка, а через Израиль прямая ветка в Сенат Соединенных Штатов Америки, где тоже в республиканской и в демократической партии, в том числе, подождите, даже в большей степени. А почему тогда евреи Кушнер и Уитков не могут это все закончить? Заняты зачем? Ираном? Они не могут, они не хотят, потому что задача такая не стоит, Саша. Потому что пока все это тянется, и пока славяне убивают друг друга, Петро вбиває Петра, Петя Петю, Коля Колю, Саша Сашу, Маша Машу. І від того, що пані Фаріон кричала, що Маша то дівчинка не наша, наша дівчинка Марійка, Петрик, Миколка, чи все ж таке інше, у них у всіх русские фамилии, у них у всіх славянские фамилии, понимаете? И их задача заключается в том, чтобы убивать наших детей, наших славянских детей. И от того, что их матери идиотки смотрят в телевизор и вважают, что Зеленский – это их президент, от этого легче их детям не становится. Потому что если женщины не понимают, где угроза и что на самом деле происходит, то, к сожалению, в этом мире наступает война. Потому что женщины должны быть берегинями миру. Они должны стремиться к тому, чтобы мир был.
Они должны своих мужей останавливать и говорить, что это невозможно, это нельзя, это преступление перед нашими детьми. Почему дурная эта идиотка скумбрия, эта Зеленская? Она же полностью амеба, понимаете? Она не жена этому черту. Она просто как бы его наложница. Потому что если бы это была жена, она бы ни за какие деньги не позволила мужу и отцу своих детей вести эту войну братоубийственную. И ей бы никакие не нужны были Cartier, красные автомобили, замки, шторочки и все остальное. Потому что она даже не понимает, что она нагребла на голову собственным детям. Понимаете, тут же какая история? Тут же вот такое ощущение складывается, что вот эта война с Россией, она всем хороший повод что-то, собственно, соорудить, какую-то, как это Путин говорил, кажется, движуху, что ли. То есть у нас с поляками, ну, как бы, горшки бьются, понимаете? То есть ордена, там одни поздавали, украинцы поздавали, поляки поздавали. Дальше там же должны были как поступить? Взять старые советские МиГи, самолеты, отдать в Украину, а в обмен какие-то там эти новые технологии дроновые, которые Зеленский ездит и по Европе, и по всему миру продает, хочет всех защищать, и Ирландию, и Саудовскую Аравию, и всех на свете. Вот сегодня сказали, нет, эти МиГи будут резать на металлолом. Все, утилизация. То есть развод и тумбочка. Но тут понятно, что выходит этот безумный, например, Потураев. Да? Тут вообще как бы товарищ. Это он был тогда еще. Всем надо было понять, с кем мы имеем дело. Когда, помните, собирали вот этих депутатов, которые по объявлению понабирали, не пойми кого, а он им говорил, вы политическое никто. Вы политическое ничтожество. Вот, мол, Зеленский, вот мы, держитесь нас. И вот он выходит и говорит, что поляки – ничтожество. Всегда, когда они ссорились с украинцами, польское государство исчезало. Вот так вот съели, не учите историю. Ну и, соответственно, что делается дальше? В средствах массовой информации в том числе. Выходит The Telegraph, британское издание, а также польское издание Onet. И, ссылаясь на некие спецслужбы, декларируют, США предупредили поляков, что Россия готовит вооруженную провокацию в ближайшее время. Значит, среди возможных вариантов удар дронами по объектам всякой инфраструктуры, по электроподстанциям в том числе, ну или имитация авиаударов с моментом, как работает ПВО, чтобы это все посмотреть, прощупать, как засветятся радары те или иные. То есть сейчас мы на самом деле перешагнули за вот эту черту ссоры с поляками, но всех опять помирит и спасет угроза российского обстрела. Аж как-то неинтересно даже за этим наблюдать. Ну, потому что мы один народ. Ну, потому что, как ни крути, понимаешь, чудят черти на границах Российской империи в виде Зеленского, Потураева и прочих Гордонов. Как в свое время чудили черти в виде Троцкого, Бронштейна, он же. Дальше Зиновьевых, Каменевых, у которых тоже были все еврейские фамилии. Ну и, конечно же, Ульянов Бланк, дед которого родом с Волыни. С Волыни. Это все черта оседлости. Черта, понимаете? Там, где черти, как говорится, чувствуют себя как дома. Там, где их хазарский каганат, и где их святыни разложены. Там всякие цадики, нахманы и прочие их раввины. Сначала они чудят на границах Российской империи, мутят воду, крутят, всех друг с другом ссорят, а потом приходят, как говорится, русские пушки, и дальше уже музы молчат. Понятное дело, если Польша все эти годы демонстрировала полную поддержку Украине. За независимость Украины она была готова тоже бороться. И поляки чуть ли не под ружье становились. И в Жешуве они там накапливали какой-то военный потенциал. И лечили, и учили, и, как говорится, накапливали потенциал вот этот вот, который в конечном итоге потом все равно идет на поле боя в Украину. То если русские на самом деле явятся на войну, ну вот так вот, как они должны были бы, как иранцы, например, взяли и явились на войну с Израилем.
и показали, как нужно воевать. Не по самому Израилю, под мирному населению, как это делает Израиль по отношению к палестинцам, а сразу по военным базам американским, сразу по Дубаю, понимаете, по всем вот этим тем, которые как бы делают вид, что мы здесь ни при чем, играемся с мечом, но мы наживаемся на этой войне. Вот если бы русские сразу пришли на войну и всех вот этих вот поляков и прочих, их зоны, там, где они накапливают оружие, делают вид, что мы не воюем, мы просто помогаем несчастным украинцам за независимость бороться. Если бы они долбанули года 4 тому назад, уже бы все закончилось давным-давно. Но нет, русские не начинали. Они верили в Стамбул, в Минск, в дух Анкориджа и в прочие разные демократические и дипломатические штучки. Но теперь, если они в конечном итоге явятся на войну, то, конечно, придется идти аж туди до Львову, до пані Ірини Хваріон, як то кажуть, на могилку, поклонитися їй, вклонитися цій великій героїні українського народу. Ну і, понятное дело, що там і Польща невдовзі недалеко. Я думаю, что, может быть, благодаря новому руководству польскому, которое более-менее адекватное, и которое посмотрели на то, что творится до их прихода, может быть, благодаря этому как-то этот конфликт урегулируется, но похоже, что нет, не очень на это похоже. Ну, то есть уже пошла такая пьянка, знаете, стоп-кран уже сорван, уже все, этот поезд несется в огне. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать, Саша. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Мы будем только лишь наблюдать эскалацию. Это то, о чем, опять же, мы с вами говорили. Когда мне говорили: Снежана, я все-таки верю. Я говорю: нет, Саша, нет никаких предпосылок. Стоп-кран сорван. Потому что для того, чтобы это все остановить, нужно было реально уничтожать этот нацистский режим Зеленского и всех тех, кто вокруг него, зачищать их и, по большому счету, избавлять украинский народ от этого администрации концлагеря. А русские занимались тем, что они избавляли администрацию концлагеря от украинского народа. И, к сожалению, такая тактика и стратегия, которую они выбрали, вот она приводит на сегодняшний день к тому, что мы видим, что будут теперь лететь баллистика, ракеты по городам, и, в принципе, Зеленский будет продолжать пиариться на смертях украинцев, ни в чем не повинных, которые сидели в своих домах, и, как говорится, может быть, прятались от мобилизации 4-й год. Может быть, они в этот момент прятались от мобилизации, не хотели брать оружие в руки и убивать русских. Беларусь проскочила вместе с Лукашенко? Нет, нет, они втянут Беларусь однозначно. Ну, Лукашенко же не дурак, но это, пожалуй, единственный, наиболее, скажем так, адекватный и честный, насколько это возможно, со своим народом правитель постсоветской республики. Он сказал: ребята, никакого мира не будет, готовимся к войне. Они не проскочат, потому что, это экзистенциальная война. Они не дадут Беларуси спокойно, как говорится, созерцать, наблюдать, понимаешь, и жить под мирным небом. Будут вовлекать любыми способами, будут провокации устраивать, будут, потому что они готовятся к войне в 30-м году. И все тому подтверждение, то есть не нужно просто, выдавать желаемое за действительное и, грубо говоря, гадить в уши и в мозг людям. Илон Маск, этот Алекс Карп, Питер Тиль, это что? Это высокотехнологическая война. Они готовятся и готовы со скоростью звука. Все их космические группировки, все вот эти вот искусственные интеллекты, сетевая вот эта вот война, высокоточное оружие, дроны, уничтожение живой силы противника с расстояния. Все это они готовят к тому, что, в принципе, они вызывают на бой Россию, вызывают, и в конечном итоге России придется явиться на эту войну. Только если бы они явились на эту войну в 2014 году, когда у них однозначно было преимущество военное, и в Украине было огромное количество людей, которые поддерживали и поддерживают еще по сей день
Вот эти 70% поддерживают еще по сей день мирное урегулирование вопроса. То, в принципе, это все можно было решить как-то по-другому. Но я не знаю, по какой причине российское руководство тоже очень стремится к новому мировому порядку, в котором России нет места и который будет строиться за счет России, на обломках России и против России. Но они все хотели верить, что их полюбят, с ними будут считаться, точнее не они, а, конечно же, элита российская, которая далеко не ушла от украинской, потому что в основной своей массе они тоже имеют отношение к этой этнической группе. То, что они говорят по-русски и с русскими паспортами и провозглашают какие-то патриотические русские лозунги, припоминая подвиг наших отцов, это вообще ничего не значит. Потому что пока в России не поднимут на щит и на знамя имя Сталина, который был победителем в той войне, и он знал, с кем он воевал, он знал образ и лицо вот этого экзистенциального врага. Он знал, кто такой Георгий Победоносец и как он своим копьем поражает змею, понимаете, дракона. Вот та, которая выползает, вот эта западная змея выползает из схронов. Это борьба между светом и тенью, инь и ян, понимаете, женская, мужская энергия, как ты хочешь раскладывай, но эта западная змея, она всегда ползет. Это кольцо анаконды макиндрианское, это, как говорится, там вот эти все образы, прообразы там в разных эсхатологических историях. Но Георгий Победоносец поражает змею своим копьем, а не договаривается с ней, не рассказывает ей, что, дорогая змея, понимаешь, ползи-ка ты по добру, по здорову к себе восвояси. Нет, Вообще, он ее конечно, поражает. вообще, конечно, если посмотреть на элиты, то диву даешься. Ну вот правда, вот люди, которые плюс-минус книжки какие-то читали, как-то немножко знакомы с классикой, хоть чуть-чуть мировой, там, русской литературы, неважно, да украинской тоже, даже вот того периода, который считался, ну, рассветом, но там же все такое страдальческое на самом деле. Я имею в виду сюжеты. Ни в коем случае там не умаляю украинских авторов, украинскую литературу. Ну вот ты немножко понимаешь, что вот что-то как-то вот не туда идут вот эти элиты. Вот вы говорите, там русские надо было заканчивать, но пришел же Трамп, да, вот у него сейчас 200, сколько там, лет Америки, 250, вот это все у него праздник, День независимости, футбол сейчас идет. Так он же говорил, за 24 часа могу все закончить. За 24 часа. А тут немножко резкость навели в средствах массовой информации и выяснили, что за 2025 год он заработал на криптовалютах больше, чем любая американская криптокорпорация, включая даже самые крупные биржи. Вот их тут немножко перечисляют, там всякие Galaxy, CleanSpark и так далее. Состояние Трампа за первый год президентства выросло с 2,4 миллиарда долларов до 6,5. Но он правда талантливый, понимаете? Это ж надо так талантливо все. Ну и он этого не стесняется. Он показывает вот этот самолетик, который ему Катар презентовал. Говорит, что, в общем, 400 миллионов он стоит. Это такой самолет-дворец. Летающий Белый дом его превратили. И, в общем, пишет Трамп, делает заявление, что это невиданный прежде уровень роскоши. Так зачем это? Ну, то есть, вот вы Сталина вспоминали, все же помнят, что он в той же гимнастерке, собственно, его и закопали, понимаете, когда и страна там горевала, после войны, да, вот, когда с ним что-то случилось, опять-таки есть конспирологические версии, но там же не было, вот смотрите, как так можно? Золото партии было уже тогда, когда Сталин уходил, а у Сталина не было самолета из Катара и всех вот этих, скажем так, моментов. А мы ждем, что кто-то закончит войну. Ну, вот такие, как Трамп. Получается, что как бы в Украине, ну, мы это с вами обсудили сегодня, веры нет. Все хотят, но некому заканчивать. В России вы тоже прокомментировали ситуацию. В Америке, ну, вот в Америке также.
То есть человек занят делом. Он на крипте, на фондах, он отмывает деньги, хвастается самолетом, перестраивает бассейн, что там, бальный зал, да, вот эти все турниры устраивает в честь своего дня рождения. И ему как бы у него есть чем заниматься. А то, что он говорил, что мир в Украине за 24 часа, оставьте, забудьте, выходят из переговоров. Получается, и надеяться не на кого. На кого вы надеетесь? На Бога надейся, а сам не плашай, как говорится. Но смотрите, по поводу Трампа. Успешный успех, так называемый, Саша, понимаете? То есть и все равняются на Трампа. Можно сказать все, что угодно. За 24 часа закончу, пообещать вообще золотые горы. Но пообещать не значит жениться. Трамп об этом знает как никто. Он всегда на протяжении всей своей карьеры занимался вот этими голословными обещаниями, а в конечном итоге наивных, которые верили ему, он выбрасывал на свалку историю и шел по этим трупам легко и непринужденно. Поэтому он и шел к этой власти для того, чтобы осуществить, как говорится, последний рывок и дать возможность вспоминать свое имя родственникам, как минимум, своим многочисленным, детям от разных жен и внукам, дедушку, как того великого и прекрасного, кто приумножил богатство и дал возможность им быть в кругу вот этих миллионеров и миллиардеров. И, собственно, почему, например, на Украине и в России, и во всем постсоветском пространстве нет тех людей, которые будут противостоять этому, потому что это тоже для них пример для подражания. Они хотят такого же успешного успеха. Когда Ахметов покупает за 550 миллионов евро квартиру в Европе, в Лондоне, то это воспринимается как признак успешного успеха. Ни у кого не возникает вопроса, что на чем Ахметов заработал, как он высасывал последние соки из постсоветского наследия, как он стал олигархом, благодаря кому. Никто не спрашивает, где, на каких яхтах и в какой вилле живет красный директор Кучма, его зять Пинчук и все остальное его окружение, которое занималось разграблением страны после распада Советского Союза. Никто не спрашивает, как вообще себя чувствуют и прекрасно живут, какие яхты, виллы и какие вообще замки покупают русские олигархи, в частности, Гома Абгамович, который покупал Челси, тоже замок у британской короны, потом у него отжали этот замок. И каким образом они вывозили миллионы и миллиарды с постсоветского пространства. Никто не спрашивает, а как там Лазаренко поживает, который первый был тот, кто показал, как нужно на самом деле расправляться и распиливать советское наследие. А когда вы говорите о Сталине, Саша, то я рекомендую всем, когда у них будет такая возможность, если они будут в Грузии, поехать в город Гори, где существует по-прежнему еще со времен Советского Союза созданный музей товарища Сталина, генералиссимуса Победы. И посмотреть ту скромность, с которой этот человек жил. И среди его личных вещей Сталина, там, значит, набор для бритья, несколько камней с концлагеря, где был убит его сын, который ему передали, когда захватили этот концлагерь, ему лишь передали осколки, камни с той земли, где умер его сын родной. Несколько трубок, которые он курил, и 2 комплекта одежды. Сапоги, значит, гимнастерка и китель, которые он повседневно носил, и парадные, которые, значит, практически новые, так как он крайне редко их надевал. А все остальное, что, например, народы Советского Союза, ему там какие-то шубы дарили, какие-то ковры ткали, какие-то там, значит, подарки ему дарили из слоновой кости и прочее и тому подобное, со всего мира ему везли. Все это в музее Сталина, он все передавал, значит, чтобы люди приходили и смотрели, типа, какие люди рукодельники. Ничем этим он не пользовался. Это человек, который был пророком, во-первых, а во-вторых, он был духовным наставником этой земли. Так как он закончил духовную семинарию, он понимал, с кем он воюет. Это и есть дьявол, сатана. Их отец дьявол, отец лжи. И, к сожалению, все постсоветские элиты, они берут за пример
отца дьявола, отца лжи. Они берут за пример Трампа. Им хочется, им нравится, они хотят жить в Монако, как эта жирная свинка вообще, Ермолаев. Видели вообще этого человека? Сколько он сожрал и выпил вообще? И, как говорится, сколько людей его сын ограбил в своих колл-центрах, и ему это вообще никак не мешает. Это и есть, понимаете, дегенеративное сознание одной этнической группы, которая считает себя богоизбранными, и им слезы и страдания миллионов людей, стариков, женщин и детей вообще никак не мешают достигать своих целей. Разграбление народов и, как говорится, прибирание все к собственным рукам. Потому что все цари земные поклонятся мне, сказал сатана Иисусу Христу в пустыне. А Иисус Христос сказал: не ищите меня в каменных палатах и в царских, как говорится, бальных залах. Не будет там меня. Они будут говорить обо мне, но там меня не будет. Я буду там, где будут вот эти простые, в хижинах, где они будут плакать, каяться и страдать, простые люди. Да, по этим хижинам будет лететь баллистика, ПВО, обломки, прямой наводкой, и потом будут разбирать. Тоже вдуматься, да? Даже не закончили разгребать завал, а он уже, собственно, там походил и рассказал о том, как Путин его физически боится. Я Зеленского имею в виду. Ну, сегодня траур, да? Вот сегодня 3 число, траур по этому поводу. А завтра будет какой-нибудь праздник уже. Знаешь, это же в принципе, ну, понимаешь, в чем цинизм этой твари? Вот в чем цинизм? Как и его жены. Вот это видео, когда она сказала, що це був найскладніший період в моєму житті, і радостно посміхнулася. А то, что они на крови строили эту династию, землю с кладбища туда завозили. А вот сейчас вышел последний участник этой схемы. Герман Галущенко спокойно, как говорится, вышел из тюряги и гуляет. То есть они грабят этот народ оптом и в розницу, убивают их детей, не дают возможность рождаться их внукам, а эти идиоты, как говорится, им аплодуют. Ну подожди, Саша, если люди выбирают палача, если они соглашаются с собственным палачом, если они служат собственным палачу, если они сами строят концлагерь, стены возводят концлагерные, как говорится, как у Шевченка было, самі на панщину идут, и діточок своих ведут. Что можно с этим сделать? И ты кричишь, говоришь, люди, остановитесь, посмотрите, вас убивают. Зло сидит на Банковой сидит это зло. А они говорят, ты дурна, тупа, іди звідси, ми тебе не слухаємо, бо ти путінська підстілка, ти рука Кремля. Ну, я не знаю, что еще можно сказать, Саша. Ну, вот такой разговор у нас сегодня получился. Снежана Егорова была на связи. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша, за то, что ты есть. Береги себя, отдыхай. Точнее, ты уже отдохнул, теперь с новыми силами, как говорится, в бой. Потому что это лишь только цветочки, Саша, к сожалению. Я вынуждена людям говорить правду, потому что я считаю, что правда – это единственное, что мы можем сделать в память об вот этих вот невинных жертвах. Я считаю, что эти жертвы невинные жертвы, и они вопиют. И мы обязаны говорить правду для того, чтобы этих жертв не было в дальнейшем еще больше. Люди, если вы хотите спасти своих детей и внуков, нужно сносить эту власть вообще и брать свою жизнь в свои собственные руки, а не ждать, что кто-то вам придет и порядок наведет. Трамп это будет, или какой-нибудь Венс, или еще какие-то волшебные люди, которые приходят просто, чтобы вас грабить, стричь, понимаете, а потом покупать себе яхты, дачи, замки, самолеты и радоваться жизни, так сказать. Недолго, конечно, они будут радоваться, потому что их дальнейшее существование – это мерзость запустения и тлен, и гиенна огненная. Но пока что в этой жизни люди тоже должны брать ответственность за свою жизнь и жизнь своих потомков на себя.
Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Не забудьте лайк поставить, написать в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.